День добрый. Я сегодня маленькое видео хочу снять касательно полнотелок. А сейчас немножко отступлю от темы и несколько слов скажу про выставку. Выставка в этом году была достаточно вялая, потому что Ива в очередной раз изменила правила и никого об этом не предупредила, и люди с улицы не могли зайти. Была проблема, и, соответственно, на выставке было меньше народу, чем обычно бывает. В принципе, для нас, в общем-то, это не являлось проблемой, потому что большое количество народа – это лишняя нагрузка, и, как правило, праздно шатающаяся публика с точки зрения бизнеса неинтересна совершенно. Поэтому мы увидели всех, кого хотели увидеть, поговорили всех, с кем хотели увидеть, и заключили сделки, которые хотели заключить. То есть в этом смысле выставка прошла, может быть, даже лучше, меньше напряга при тех же результатах. О чем я еще хочу сказать. Многие мне пишут в комментах: Эдган ничего нового не показал, упадок, отстой и прочее разное. Повторюсь, я изменил политику. Я не собираюсь делать анонсы до тех пор, пока на складах у моих представителей не будут лежать изделия, готовые к продаже. Потому что я получил очень негативный опыт, когда сделал анонс по Лешему, не будучи способным его произвести и продать в обозримом сроке. То есть я сделал анонс в марте, а начал продавать только в сентябре. И мне за эти полгода реально весь мозг вынесли. И это не хорошая тенденция, я против этого. Поэтому да, мы работаем, да, мы готовим новое, да, оно будет настолько же интересным, уникальным, как в свое время был Леший. Но я не хочу об этом говорить, никаких подробностей до момента готовности к продажам. А когда этот момент наступит, опять же, неизвестно. Может быть, завтра я объявлю о новых моделях, а может через год. Просто ждем. И люди, которые меня обвиняют в том, что я копил деньги, и теперь я не знаю, что делать. Ребята, покупайте, что вам нравится. Никуда Эдган от вас не денется. Выйдет новая модель, оцените, примите решение, продадите что-то старое, если денег нет. Это же нормальная жизнь совершенно. Не стоит здесь делать из этого трагедию. Вы же покупаете винтовку не один раз, а на всю жизнь. Это игрушка. Дорогая, не дешевая, просто игрушка. И у вас таких игрушек в жизни будет очень много. Поэтому не стоит зацикливаться на какой-то одной из них. И я не сторонник того, чтобы люди были там такими уж прям ярыми поклонниками бренда. Совершенно нормально, что люди хотят попробовать много. Как вот мне один англоязычный написал, что мы мальчики, мы хотим пробовать разных девочек. Совершенно с этим согласен. Никаких аргументов против такой позиции у меня нету. Поэтому расслабьтесь, спокойно воспринимайте. Это же просто игрушки, просто жизнь. Сегодня я хочу поговорить о полнотелках. Эта тема стала очень модная, и я полагаю, что тенденция идет к тому, что она вытеснит валанчики в достаточно обозримом будущем, я бы сказал. То есть эта тенденция подобна той, как мы начинали пневматику с калибра 4,5. И я помню, что когда я первый ствол 5,5 поставил, это было что-то прорывное такое. Это был 2003 или 2004 год. Потом пошли 6,35, потом 7,62. То есть это нормально. Людям хочется больше, мощнее, дальше и прочее. Есть, правда, и обратная тенденция, когда народ возвращается на 4,5, но это достаточно маленькая часть такая. Рынок прирастает в основном за счет новичков, а новичкам, как любым неофитам, которые не понимают сути PCP, пневматики и пневматики вообще, им хочется мощнее, больше, дальше и прочее. У кого-то это проходит, у кого-то нет. Тем не менее, мы как производители обязаны отвечать запросам рынка, что мы и будем делать. Но на данный момент что происходит? Мне, например, пишет представитель: клиент недоволен, с Матадора с полигональным стволом полнотелки не летят и прочее разное. Почему мы не делаем винтовки под полнотелки? Причина очень простая, а их нет. Их просто нет. Нет полнотелок в природе. То, что вы называете полнотелыми пулями, это кустарное производство, на которое я, как производитель, не могу положиться. В том смысле, что есть Ваня Пупкин, который делает полнотелки, и с которыми кто-то стреляет и какие-то результаты получает. И я что, сейчас должен
провести громадную работу по подбору стволов, по подбору изменению конструкции винтовки и прочее, прочее под эту конкретную пулю. А завтра Вася Пупкин сдохнет. Ну, всякое случается. И нет этой пули. И все начинается сначала под там, какого-нибудь Диму Егорова, там, я не знаю, там, кто, неважно. То есть пока нет в природе фабричной, нормальной, полнотелой пули, ни один из производителей в твердом уме не дернется даже в эту сторону. Ну, не под что делать. И на выставке я разговаривал с Павлом GSB. Я Павлу сказал: Павел, помнишь, я тебе в прошлом говорил, это был тоже, наверное, когда у него был там 2005 или 2006 год, что будущее за большими калибрами, за более тяжелыми пулями. Ты тогда как-то так это вяло ко мне прислушался, а потом ты вынужден был все-таки делать утяжеленные пули, там, те же хэвики для 5,5, там, те же 2F2 для шестерки и прочее, прочее. То есть тебя жизнь подталкивает. Так вот сейчас не сделай такую же ошибку, как в прошлом, потому что тенденция такова, что народ хочет стрелять полнотелыми, близко к огнестрельным характеристикам. И ты, как производитель пуль, должен и обязан просто эти пули, сорока прилетела, ну, пусть живет пока. И ты должен просто дать нам такие пули. У тебя есть год, максимум 2, чтобы не опоздать. Потому что я знаю, что H&D на этим работает, что я знаю, что американский рынок, есть там фирмы, которые в этом направлении идут. И Павел мне сказал, что да, мы уже работаем, и мы очень скоро покажем полнотелую пулю, и мы понимаем важность этого. Так вот, я со своей стороны, как производитель винтовок, хочу сказать, что до тех пор, пока не появится заводская полноценная пуля, я даже в эту сторону даже думать не буду. Несмотря на то, что мы сейчас поменяли стволы, у нас стволы стоят бесчоковые от Alpha Precision, они достаточно, ну, скажем так, хорошо работают с разными типами пуль, но я не буду сейчас оптимизировать винтовки именно под полнотелые. Поэтому требование кого-то о том, что я хочу получить винтовку, вот купил я Эдган, а почему он не стреляет полнотелым? Да потому что она для этого не предназначена. И все вот эти ваши, все результаты, на которые люди ориентируются, вот там кто-то там с полнотела такие-то результаты получил. Вы прежде чем апеллировать к этому, вы сначала подумайте, а чего стоило человеку получить такие результаты? Ведь это не так, что он взял винтовку, купил там какую-то валовую, и взял там пулю у кого-то купил, вот это все соединил, и у него сразу все полетело. Это достаточно большая, кропотливая, серьезная работа. И если вы хотите получать подобные результаты, эту работу именно вам и нужно делать. Не мне, не производителю пуль, вам. Вы должны подбирать пули под конкретный ствол. Либо, если у вас есть там любимая пуля и она не летит, вы должны подбирать ствол, подбирать скорости и прочее, прочее, прочее. То есть это все уходит в область кастомизации. И я как производитель на данный момент при отсутствии стабильных, нормальных заводских пуль заниматься этим не намерен. Поэтому претензии некоторых клиентов к моим представителям о том, что «а почему-то не стреляет так», они не имеют под собой никаких оснований. Это чисто область тюнинга. И все результаты, которые там достигнуты, это чисто область тюнингистов. Не более того. Поэтому ждем пулю. Будет пуля, значит мы будем в этом направлении работать. До тех пор это все лишь ваши пожелания, может быть благие, но и ваши проблемы на данном этапе. Я еще раз заявляю, что Матадоры настроены на воланчики, ну, если про шестерку говорим, в калибре King это 1.645. И, ну, частично, да, можно перестроить на 2.2. Опытов достаточно много, хотя я лично это, в общем-то, тоже не отстреливал, потому что я пока лучше Кингов в этом калибре с точки зрения кучности на дистанции, на которых я работаю, пока не видел. Все остальное это уже из области, ну, так скажем, опытов и экспериментов. Они, конечно, полегче и менее ресурсно затратны, чем с 1.645, я про 2.2 говорю. Но, тем не менее, то есть нужно немножко поработать самому. Вот так прямо взять и стрелять вряд ли получится. Пока вот такие новости. Если будут вопросы, пишите, с радостью отвечу. Спасибо, рад был вас всех видеть. Обнимаю.